Смотрите-ка, друзья, какая штучка попалась. И что это? И смотрите, чуть-чуть копнул, и вот такой кругляшок. Ну что, мы опять на Монетной поляне, снова с комрадом. Поздоровайся. Здорово всем. Короче, там уже лагерь начинается, там не походишь. А вот здесь мы попробуем еще попробивать, пока не загородили. Но там посмотрим. Если что, есть еще места. Ну что, поехали? Друзья, здесь у нас первый монетос. И я думаю, это пятак поздний. Да, 61 год. Ну, первая монетка за сегодня, уже круто. Берем. Отошли мы в лес, а то там как-то неспокойно слишком на поляне. И вот такой вот колышек выпал. Ну, а мы продолжаем. Смотрите, какое интересное место. Там внизу ручеек. Возможно, здесь что-то будет. Сейчас спустимся и посмотрим. Место классное. Вот здесь родник такой вытекает и туда уходит. А вот здесь у меня какой-то интересный сигнальчик выпал. 95-96. Давайте откопаем его и посмотрим, что это. Блин, кусок ложки. А какой был сигнал хороший. Ну ладно, тоже пойдет. Очередная находка. Но на этот раз уже целая ложка. Ничего, пойдет тоже. Советская алюминиевая ложка. Ничего интересного, но целая. Что-то мне попалось тут. По размеру трешка. О, ранняя трешка. О, 34-й год, друзья. В прошлый раз я нашел такую убитую. А теперь не убитую. Вот это класс. Зачет. Первая за сегодня ранняя советина. Коп состоялся. Продолжаем. Сегодня, друзья, день столовых приборов. Ложки прут вместо монет. Потом покажу. Ну а пока вот такая находочка. Очередной целый стаканчик. Такое берем, конечно. Очередной сигнальчик у меня. Вы можете подумать, что это пуговица, но это не совсем пуговица. Возможно, застежка какая-то, или значок, или кокарда, не знаю. Но, конечно же, берем. Поехали дальше. Походу, еще одна трешка здесь. Тоже ранний герб, но монетка гнутая. Так, а год 29-й. Нормально. Такое мы берем. Поехали дальше. Ну что, интересные находки продолжаются. Вот такая вот штука попалась. Что это, непонятно. Здесь вот такое отверстие. Кто знает, пишите в комментариях. Похоже на огнетушитель, цвет соответствующий, но я не знаю. В общем, ладно. Еще у комрада ножик. Вот такой вот прикольный. Что это? Ягуар, пантера. Это белка, короче. Ну ладно. Ничего, такой ножик. Нормально. Ну, продолжаем. Здесь у меня очередной хороший сигнал. О! Ого, друзья! Посмотрите на это. Это у нас 3 копейки 24-го. Ух ты! Вот это находка. На этих выбитых местах это уже не часто встретишь. Крутая монетка.
Смотрите-ка, друзья, какая штучка попалась. Прикольная. Вторую часть я тоже нашел. Думал, просто крышка от чего-то. А это вот, оказывается, вторая часть от вот этой баночки. Прикольная. С позолотой. Не знаю от чего, но выглядит красиво. Наконец-то монетос интересный. У Камрада 2 копейки 34-го. Тоже нечастый год. Нормально так. Сохран вообще крутой. От души просто. Очередная находочка у меня. Вот такой вот немецкий гильзач от Маузера. 39-й год. Фото прикреплю потом. Ну что, друзья, Камраду снова пора уходить. И давайте посмотрим промежуточный результат. Вот это его находки. Такой осколок. 5 рублей ходячка, рубль ходячка, 20 копеек 61-го, 10 копеек 61-го и вот такая классная монетка 2 копейки 34-го. В идеальном, думаю, сохране будет. Потом вот такое количество столовых приборов. Это у Камрада ложки, вилки, нож, еще нож. А вот это у меня. Вы посмотрите, сколько их. 2 вилки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ложек. Еще вот такие остатки. Просто сервант можно собрать. Клад ложек, можно сказать. Но остальные находки мои вы потом увидите. Пока больше ничего интересного нет, но если будет, я покажу. Все, продолжаем. Поглядите-ка, что я нашел посреди леса. Это раз. Здесь вот так. Посмотрите. Вообще. Телевизоры. Посуда какая-то. Прикол. Ну ладно. Посмотрели и пора идти дальше. Продолжаем поиски. Ого. Смотрите-ка. Зеркальце в каком-то футляре. Блин, прикольно. Я такое в первый раз нахожу. Классно. Почищу. Посмотрим вместе. Поменял я место. И вот первый монетосик здесь выпал. Это у нас щитовик 32-го года. Ну, первый щитовик за сегодня. Нормально. Продолжаем. Тут же рядом с первой, вот здесь вот, еще одна пятнашечка выпала. На этот раз 41-го года. Нормально. Берем. Следующая находка у меня. Это у нас копейка 53-го. Сохран в наличии. Берем. Друзья, был у меня сигнал 95-96. И смотрите, чуть-чуть копнул, и вот такой кругляшок. Я еще не знаю, что это. Давайте вместе смотреть. Так. Это монетка. И это, друзья, имперская монетка. Первая империя за сегодня. Это у нас двушечка. Двушечка 1916 года. Ну, неплохо, неплохо. Продолжаем. В общем, после кучи пробок у меня очередной монетос. 10 копеек 38 года. Очень хорошо. Продолжаем.
Вот, чтобы вы там не думали, что мы одни монеты всегда копаем. Вот, пожалуйста, 3 пробки из одной ямки. И за ними монетка. А монетка — это рамочник 15 копеек. 50-й год. Нормально. Продолжаем. Очередной монетоз, друзья. И это снова ранние советы. Трешка, да? Трешка 26-го года. Неплохо. По-моему, у меня такой нет в коллекции. Надо будет посмотреть. Зачет. Очередной монетосик у меня. Это вот такая вот ранняя копеечка. 28-й год. Скоро буду уходить. Но пока продолжаем. Очередной ранний советик у меня. Это у нас двушечка 1937 года. Неплохо. Берем. Все, я на сегодня закончил. Поднял я еще пятак 49-го года. В хорошем сохране. И 20-ку щитовик 32-го. И потом монеты как обрезала. Или спать легли, не знаю. В общем, осталось самое главное. Вот. Все. Теперь поехали. Увидимся на обзоре. По шмордику сегодня вообще конкретно получилось. Целый пакет. Вон, смотрите, сколько всего. Да, очень много шмурдика. Не так уж просто эти монетки достаются. Чтобы их достать, надо вот это все выкопать. Вот так вот. Ну вот мы и снова встретились. Общий результат меня порадовал, хотя и начало копа не задалось. Но в результате я все-таки нашел кое-что интересное. И давайте начнем с монет. Самая лучшая находка за сегодня — это вот эта трешечка. Вы посмотрите, какой сохран. 24-й год. Просто идеальная. С этой стороны уже не настолько идеальная, но общее состояние очень даже неплохое. Гурт гладкий. Следующая монетка интересная. Это вот эта имперская двушечка 1916 года. Сохран тоже радует. И вообще это единственная империя за сегодня, что тоже не может не радовать. Еще порадовали ранние советики. Вот такие вот классные все. Некоторые, конечно, подубитые, но хотя бы не очень частые года. Вот так вот все. Интересно. Вот тот щитовик, про который я говорил, 32 года. И вот пятачок 49-го. Кстати, у меня его в коллекции нет этого года. Из интересных годов еще вот это вот 26-й год. Вот такая монетка. И 34-й. Тоже отправится в альбом. Из немонетных, но интересных находок. В основном попалась вот такая вот коробочка. Не знаю от чего, от крема или от чего-то другого. Сверху она позолоченная. А внутри был вот такой вот крем. Я не знаю, что это такое. У кого есть идеи, от чего эта коробочка, пишите в комментариях обязательно. Вот эта вот штучка. Не знаю, что это. Возможно, латунь. В общем, бижутерия. Ничего интересного. Застежка тоже почистилась. Вот такая вот. Надписей нет. Никаких обозначений тоже. Кто знает от чего, тоже пишите. Ну и на десерт вот такие две гильзы. Одна немецкая, вы ее видели, 39-го года вот. И вторая советская от ТТ или ППШ, 44-й год. Даже месяц здесь написан изготовления. 8-й месяц, то есть август. Ну и вот такая вот крышечка советская. Это у нас от Простокваши. Такой я еще, кстати, не поднимал, именно вот такого оформления. Прикольно. Ну и не забудем про стаканчик. Ничего интересного, но целый. На этом мой обзор завершается. Всем спасибо за просмотр.
Надеюсь, вам видео понравилось. И до следующей пятницы. Всем пока! I